Заходит как-то в бар Мастер Чиф без шлема, Лара Крофт без пистолетов и весь избитый Сэм Фишер. И бармен их спрашивает: а где ваш белобрысый друг? Мастер Чиф отвечает: да он в клетке, ему еще полсезона сидеть. Хочу смеяться 5 минут! Всем привет, меня зовут Аня, и вы на моем канале. Я не заядлый геймер, но иногда люблю поиграть во что-то вечерком. И периодически выходят экранизации игр, которые мне нравятся. Иногда они ошеломляюще прекрасные, а иногда мне хочется кричать: посмотри, что они сделали с моим мальчиком. кто такие они? Что не так в экранизации игр? Почему стриминги зубами вцепились в именитые IP? И на сладенькое поделюсь с вами тревожными редфлагами, которые, как бы это странно ни звучало, красной нитью проходят через все экранизации игр. Пишите в комментариях ваш любимый анекдот, который начинается: заходит в бар. И мы начинаем. Представьте, что вы очень любите серию игр. Вы играете самостоятельно, смотрите игры-фильмы или смотрите, как проходит эту игру ваша вторая половинка. Вы можете быть ярым фанатом, который знает абсолютно весь лор, или человеком, который поверхностно знаком с сюжетом. Это не важно, ведь по этой игре выходит сериал. Вы в ожидании обсуждаете, будет ли то, а будет ли это, добавят ли они другое, каким будет тот или иной персонаж, смогут ли они соблюсти ту самую атмосферу и передать того самого героя. Настает день X, и вы с воодушевлением смотрите первую серию, и она вроде бы даже ничего. Это же сериал, сюжету нужно разогнаться. После второй серии вы понимаете, что что-то идет не так. И в какой-то момент, не веря своим глазам, смотрите в экран и кричите: нет, они не могли так поступить. Могли и поступили. Чертовы капиталисты. Если кто-то уже смотрел сериалы или играл в эти игры и знает, что к чему, вы можете промотать до этого тайм-кода. Там будет самый сок. А те, кто хочет немного узнать и про игры, и про сериалы, оставайтесь, я расскажу про 4 тайтла. Легендарный Сэм Фишер, основной персонаж культовой серии Том Клэнси Splinter Cell от Ubisoft. Отличительная черта этой серии — это продвинутый стелс и крутые примочки. Сам Сэм Фишер — бывший оперативник 3-го эшелона и командир 4-го. Для тех, кто не в курсе, это профессиональные шпионы, выполняющие самые сложные задания от правительства США. Их отличает от обычных солдат необычайная подготовка. Они всегда готовы к бою, действуют рационально и продуманно. В играх он словно призрак, враги его не видят, часто не понимают, что происходит, и начинают испытывать страх. Игра поощряет стелс-прохождение миссий и всячески стимулирует игрока к этому и наказывает, если ты допустил ошибку. Второй, но не по значимости, культовый персонаж Данте из не менее культовой серии игр Devil May Cry. И в этой игре нужно не просто побеждать, а делать это красиво. Сам Данте — охотник на демонов, сын Спарды и Евы, получеловек, полудемон и своего рода бизнесмен. Он владелец и единственный работник конторы по борьбе с демонами Devil May Cry. Но деньги не его приоритет. И за заказ он берется только при упоминании демонов. И тут уже не важно, заплатит ему вообще или нет. DMC всегда была про внутренний конфликт, про выбор, про принятие Данте своей демонической сущности. На мой взгляд, Данте очень подходит выражение «громче всех смеется тот, кому сильнее всех хочется плакать». Его бесконечный сарказм и острые шутки — лишь защитная оболочка. Он хочет, чтобы все думали, что у него все схвачено, но убийство матери Мундусом сильно ударило по нему. Это дает ему скорее мотивацию сражаться с демонами, а не озлобленность. Он спасает и защищает людей, а не живет ради мести. Лара Крофт из всем известной серии игр Том Райдер. Она красивая, умная, интеллигентная, аристократичная девушка, наследница и единственная дочь Ричарда Крофта. От отца ей досталась любовь к приключениям и упрямый характер. Она может и морду набить какому-нибудь бандиту, и на каблах прийти на светский раут, умело используя свою аристократичную сторону. Из-за нескольких перезапусков мы имеем разные версии Лары, но фундамент один. А в самой игре куча загадок и потайных ходов. Нужно рисковать, но быть внимательным. Лара в этой игре очень наблюдательна и умна. Она связывает платформы, тянет канаты, решает головоломки, перекидывает разные мостики и превращает тупик в маршрут. Все время импровизирует, и каждый гаджет открывает новые варианты решения задач. Это и порождает чувство азарта. Не то чтобы я фанатка Хейла, но что-то рассказать могу. Мастер Чиф, он же Джон 117, лицо, а точнее шлем серии Хейла от Bungie, а впоследствии и 343 Industries. Он вообще один из моих любимых персонажей, один из детей, которого похитили для взращивания спартанцев. Он стал оружием в руках человечества в войне с Ковенантом. Позже ему внедрили AI Картану, и вместе они выполняли самые сложные задачи. Что же отличало Мастера Чифа от других спартанцев?
Ничего. Он не был быстрее, сильнее или умнее. Он был просто удачливее всех остальных, это да. Но он не играл роль избранного в этой вселенной. В играх Чиф почти не снимает шлем, говорит мало, делает много. Он всегда был честным и преданным солдатом, отличным лидером, который никогда не поставит под угрозу ни свою команду, ни гражданских. Ну а как играется Хейла? Во всех случаях у нас есть узнаваемая IP с фан-базой. Крутой герой с узнаваемым дизайном, харизмой, своими фишками и классной вселенной. И эта вселенная раскрывается посредством знакомства с главным героем все глубже и глубже. Главный герой скорее является не двигающей силой, а больше проводником в этот мир. Нам продавали эти сериалы в стильных трейлерах как историю о главном герое, релизили классные постеры и в отдельных случаях писали для сериалов очень крутую музыку. Все шоураннеры твердили в один голос, какие же они большие фанаты того IP, по которому делают сериал. Но что происходит на самом деле? А на самом деле по каждой из этих интереснейших историй проехались корпоративным катком. В играх Хейла человечество на грани уничтожения, и спартанцы единственное оружие, способное хоть немного сдержать многочисленную армию Ковенанта. Это великая драма. Драма для всего человечества и персонально для каждого человека. В сериале же они хотели показать драму Джона, его развитие как персонажа, человека, который скрывается под маской. Окей, я готова простить им это, но вместо того, чтобы смаковать интригу и снять с мастера Чифа шлем под конец, они сделали это в первой серии. Во второй серии он был уже без костюма, а еще чуть-чуть позже голый. Что дальше? Он кожу снимет? Это ужас какой-то. Вы понимаете? Мэм, вы понимаете? Она понимает. Идем. Но это не самое страшное в этом сериале. Характер Чифа просто отвратителен. Он тут как капризная богатенькая девчонка, которой родители на 18-летие подарили Порше, а не Феррари. Половину серии можно просто выкинуть и ничего не потерять, потому что те второстепенные линии, которые там есть, просто не нужны. Вот совсем. Кроме развития Кай. Она моя крошиха, и я считаю, что это вообще единственный герой, который остается спартанцем в этом нелегком сериале. В Ларри Крофт мы видим не аристократку, а пацанку, которая дерется, бухает и терпеть не может ходить на каблуках. И я не могу сказать, что это прям плохой сериал. Он просто никакой. Там было два персонажа, которые мне понравились, но их присутствие было настолько мимолетным, что этого просто недостаточно, чтобы зацепить. Шоураннер этого сериала сказала: мы хотели погрузить Лару на самое дно и посмотреть, как она выпутывается. Они пытались показать процесс того, как Лара принимает себя. Но получилось ли это? Нет. Она просто проживает еще раз потерю отцовской фигуры. Это безусловно больно, но разве это дно? У нее есть поддерживающие друзья, которых она пытается оттолкнуть, но они все равно каждый раз ей помогают. К озвучке у меня претензий нет. Хейли Этвилл вообще прекрасно справилась со своей ролью, и ее голос очень подходит Ларе, но ей нужно было сыграть Лару Крофт, а не озвучивать. Надеюсь, жителям Земли из другой вселенной повезло больше. Кстати, легендарные 2 пистолета появляются только в 7 серии. Очень похожие ощущения оставил Devil May Cry. Шоураннер Ади Шанкара после успеха Капитан Лазерхок Blood Dragon Remix, кажется, поймал звезду во лбу и взялся за то, чего ему не суждено было потянуть. В интервью Шанкар говорит про интуитивный подход и культ стиля, но на мой взгляд интуиция его подвела. Из положительного я могу выделить музыку, арку злодея, бои, в которых есть Данте, поверьте, их тут немного, и чувство юмора Данте в паре сцен, которые соответствуют оригиналу. В истории про Данте мало Данте, прикиньте. Да, он тут классный, немного придурковатый, но все же классный. Правда, в сериале и близко нет того пути принятия своей демонической сущности, как в играх. Но даже не это самое бредовое. Меня больше поразила кардинально изменившаяся роль леди. У нее в играх была роль показать, насколько силен Данте рядом с обычным человеком. Также у нее была реально классная личная драма с отцом. А в сериале она Мэри Сью, которая в конце не сделала ни одного вывода. Леди держит Данте полсериала в клетке и просто бьет его как щенка. Данте, который полудемон. Серьезно? Кстати, куда делась та самая готическая атмосфера? И зачем навалили столько политики в конце? Я не понимаю. Столько вопросов и ни одного ответа. А еще его тут жестко понерфили, чтобы выдвинуть на план нового протагониста. Ровно точно так же, как и в Splinter Cell. Вместо Сэма Фишера главным действующим лицом стала Маккена, солдат 4-го эшелона, а дедушка Сэм только получает по лицу от всех подряд. Справедливости ради, там была одна сцена,
одна сцена, которая полностью передавала ощущение от настоящего Сэма Фишера. Он не герой боевика, он призрак. Он рядом, но вы его не видите. Вам становится страшно, потому что вы видите только трупы врагов и понимаете, тут был он. Еще раз, одна сцена на 8 серий. В интервью нам говорят, мы сделали акцент именно на стелс-сцены и постаревшего Сэма, но, к сожалению, это только слова. Что мне нравится, так это визуальный стиль. Анимация реально вытаскивает сложные постановочные моменты, и бои поставлены прикольно, правда не для Splinter Cell. Когда я узнала, что чел снимал Джона Уика, все встало на свои места, но это не оправдывает странности принятия подобного решения. И угадайте, когда нам показали Сэма в его классных очечах? Правильно, в 7 серии, аккурат под конец сезона. Единственный вопрос, который у меня возник после финала каждого сериала – зачем? Зачем вы это делаете? И знаете, ответ оказался до банальности прост – деньги. Но давайте я попробую раскрыть этот ответ, чтобы сформировать у вас более четкую картину происходящего. Сначала мне показалось, что тут работает типичная воронка продаж, но все оказалось гораздо интереснее. Есть большой пласт потенциальных покупателей, которые либо не знакомы с игрой, либо забросили ее по какой-то причине. И что делать? Как привлечь новых игроков и заявить о себе? Конечно же, снять сериал, ведь сериал любят все. Блин, а кто будет снимать сериал? Мы же делаем игры. О, стриминги. Они снимают свои сериалы, могут сделать сериал и по нашему IP. Ну или наоборот, стриминги приходят с предложением «давайте мы вам снимем сериал». Не суть. Суть в том, что у стриминги в библиотеке появляется уникальный сериал по известному IP. И что самое важное, уже с имеющейся фан-базой. А у игровых компаний появляется еще один инструмент маркетинга. И это только начало, но согласитесь, звучит уже очень привлекательно. Игровые экранизации работают как ретаргетинг для фандома. После аниме Cyberpunk CD Projekt Red показала лучший результат за 3-й квартал в своей истории и напрямую связала продажи с сериала. У Ведьмака 3 физические продажи в США в месяц релиза сериала выросли на 554%. У Last of Us продажи первой части в Великобритании подпрыгнули на 238% после премьеры эпизода на ТВ. И это уже даже не классическая воронка продаж, а то, к чему стремятся наши горячо любимые многомиллиардные корпорации – не выпускать покупателя из цикла. Этот эффект называется flywheel. Пока сериал у всех на слуху, растет время просмотра, и доля этих пользователей добавляет игру в желаемое. Netflix уже перешел на метрику просмотра в открытых отчетах о вовлеченности, потому что так проще говорить с рекламодателем и закупать контент под CTR и завершение эпизодов. Amazon официально также запустила рекламу на Prime Video в 2024 году и прямо говорит, что это нужно для долгосрочных инвестиций в контент. Это означает одну простую вещь. Громкий игровой IP приносит теперь не только подписки, но и рекламную выручку сверху. Когда сериал и игра идут в паре, что мы сейчас периодически наблюдаем, часть привлечения на себя берет издатель. Tomb Raider — это отличный пример экосистемного кейса. Live-экшн сериал заказан Prime Video, а новая игра издается Amazon Games. Одна коммуникация прогревает оба продукта, а стоимость этого трафика делится. Длинная монетизация IP — это мерч, DLC, растянутые во времени просмотра и продажи из библиотек стриминговых сервисов, которые идут уже после пикового окна релиза. Если сериал попадает в аудиторию, то игра получает второе дыхание. Это видно по длинному хвосту у Ведьмака и возвращение Cyberpunk 2077 в чарты. Для издателя это рост такого показателя, как средний доход с пользователя за определенный период за счет DLC и изданий с обновлениями. А для платформы это библиотечные просмотры и более низкий коэффициент оттока. Вот что сейчас происходит. Каждый хочет повторить успех хитов, которые принесли большие деньги. Тревожный звоночек, о котором я говорила в начале, это безразличие о том, что будет с историей. Та бизнес-модель, которой придерживаются стриминги, это не абсолютное зло, но и не серебряная пуля. Ведь в погоне за деньгами шоураннеры и стриминги совершают ошибки, которые могут разрушить все. Первое – это творческое расхождение с каноном игры. Шоураннеры ставят свою каноничность на первое место вместо игровой. Как результат, наш сегодняшний гость Хейла отменен после 2-го сезона. Новым зрителям ничего не понятно, но очень интересно, а фанатам игры все понятно и вообще не интересно. Второе, меняют жанр игры до неузнаваемости. Resident Evil превратили из survival хоррора, который я просто обожаю, в подростковую мелодраму. Итог отменили после 1-го сезона. Третье, это жесткие метрики и быстрые отмены. Даже громкие IP не застрахованы от этого. Если вовлеченность зрителя не прекрасная, а даже просто нормальная, это никого не устраивает.
Быстрые отмены приводят к охлаждению рынка к будущим адаптациям и недоверию фандома. Тот же самый Хейла неплохо себя показал. Первый сезон назвали рекордной премьерой на Paramount+, и оценки у него почти везде больше 7, но его все равно закрыли после второго сезона. И это плавно подводит нас к следующему пункту. Стоимость первого сезона Хейла около $90 миллионов за сезон. При таком ценнике динамика просмотров средняя. Первая неделя принесла 354 миллиона минут в США. Для сравнения, Fallout стартовал на 2,9 миллиарда минут за первые 5 дней. А это ни хера себе разница. Пятое — это текучка шоураннеров и креативная нестабильность. У Assassin's Creed Netflix потерял шоураннера на ранней стадии. У Хейла было 2 сезона с 2 разными шоураннерами. Как последствия, графики сдвигаются, а франшиза не имеет единого направления. И шестое, но не менее важное, это непереводимость игровых механик на пассивный экран. Ключевая ошибка — экранизировать лор, игнорируя ощущение геймплея. Исследователи прямо называют потерю интерактивности главным барьером адаптаций. Как последствие, сериал ощущается менее живым и более плоским, чем оригинал. Да, мы получаем новые экранизации игр, ведь большие дяди тоже хотят кушать черную икру ложками. А это значит, что чем ниже бюджет, тем ниже риски. Чем ниже риски, тем лучше. А это в свою очередь значит, что нам стоит ждать лавину посредственных сериалов и кино, продолжение которых будут отменять, если рейтинги недостаточно хороши. Рынок будет перенасыщен однотипным на коленке сварганенным зрелищем без капли любви к оригиналу. Нас буквально ждет то, что случилось с Marvel в свое время. А такие бриллианты, как Киберпанк или Аркейн, станут еще большей редкостью. А всему виной человеческая жадность.